Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для козерогов расклад на неделю. Неделя с 12 по 18 января. Давайте посмотрим, что вас ожидает, что интересного у вас произойдет в этот отрезок времени, к чему нужно быть готовыми. Напоминаю, что вы можете оставить под этим видео сообщение, свой комментарий, если захотите, а также оставить лайк в случае, если видео вам понравилось, либо подписаться. Кстати, кто еще не подписан, тоже можете, не забудьте, пожалуйста. Итак, давайте посмотрим козероги, что ожидает козерогов именно в этот отрезок времени, а именно с 12 по 18 января. Итак, козероги. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота и воскресенье. Итак, что у нас здесь есть? У нас есть на начало недели, а именно на понедельник, карта девятка кубков. Карта просто потрясающая. Она о праздниках, о каких-то весельях, пиршествах, возможно, каких-то хороших, счастливых для вас событиях. Поэтому карта сама по себе очень хорошая. И она у вас прям в самое начало недели выпала. В принципе, говорит о достатке, о том, что вы себе можете многое позволить, о том, что вы здесь чувствуете себя очень комфортно, вы можете себя чем-то побаловать. Для кого-то из вас здесь действительно какое-то важное событие может происходить, там, не знаю, праздники, дни рождения, свадьбы, или вас куда-то приглашают, и вы там хорошо проводите весело время. То есть карта действительно поистине такая хорошая карта, девятка кубков для козерожиков на понедельник. В дополнение восьмерка жезлов, карта динамики, карта быстрых изменений событий. Может быть, вы получаете какие-то возможности здесь хорошие, которые будут для вас хорошим рывком вперед, хорошим таким движением к успеху, для, опять-таки, для достижения высот, для получения каких-то вот материальных благ, которые позволят вам чувствовать достаток и роскошь. Может быть, у кого-то здесь работа ладится, удаются, может быть, какие-то хорошие заработки. Также здесь можно говорите о сообщении, о общении, о каких-то переписках, может быть, звонках, которые в этот день у вас происходят с другими людьми. То есть вот это вот общение, которое может быть на расстоянии. Дальше идет карта, собственно, да, императрица. Здесь она беременная изображена. И не зря, не даром, потому что очень часто в целом она может говорить о каких-то вопросах фертильности, беременности, зачатия ребенка, для кого это важно. Может быть, о днях рождениях, потому что, ну да, вы могли родиться в этот день, и поэтому у вас будет повод здесь вспомнить вашу маму, вам будет повод здесь собрать своих близких, своих знакомых, может быть, и проявить себя, если, допустим, женщина смотрит как такая вот хозяйка, хранительница домашнего очага, которая здесь будет принимать гостей у себя дома. Поэтому императрица, то есть такая вот, знаете, очень женственная, очень добрая, очень внимательная, хозяйственная и практичная, скажем, да, по императрице. Для кого важна тема беременности, забеременеть, тоже очень хорошая карта. В целом вы здесь делаете что-то, что потом даст хорошие плоды, то есть вы взращиваете здесь, знаете, как хороший результат, который, да, может произойти не сейчас, но в будущем. Вы знаете, во что вы вкладываетесь, что вы делаете и зачем вы это делаете. Собственно, в этот день карта императрицы. У кого-то могут быть важные какие-то вопросы, касающиеся вашей мамы или вашей жены, если смотрят мужчины. То есть, собственно, такой императрицы, которая для вас здесь выступает в роли этой женственности. Давайте посмотрим дальше, что здесь еще у вас есть на вторник, козероги. На вторник еще карта Солнца, карта праздника тоже, счастье, такая очень позитивная, солнечная, дающая тепло, энергию, заботу, любовь, ощущение, опять-таки, счастья, в целом процветания от того, что здесь происходит, и что-то, что дает вам вот надежду на рост, на развитие, на прогресс, на какие-то значимые улучшения. Здесь очень много, возможно, общения с человеком знака Лев или человеком знака Телец, которые выпадают на эти карты, потому что они соответствуют таким арканам. Может быть, просто какая-то
хорошая новость о беременности, допустим, опять-таки, поэтому карта Солнца это вас очень сильно радует здесь, то есть заставляет радоваться это событие. Карта Верховный Жрец, карта здесь показывает вот такого вот, знаете, знахаря, может быть, мудреца, что-то он там делает, какое-то зелье варит, не знаю, но в целом это карта Верховного Жреца, она о мудрости, о необходимости мудрое решение принимать, и также она еще и о, опять-таки, традициях, о чем-то устоявшемся для вас в вашем обществе или в вашей семье, что-то, что связано с какими-то общепринятыми нормами, догмами. То есть вот вы знаете, что вот так вот будет правильно, и вы так поступаете, здесь такое решение принимаете. Может быть, вы здесь получаете хороший совет от кого-то из ваших родственников, какое-то одобрение или поощрение, соответственно, вашим решениям. Может быть, кто-то совет хороший здесь может дать. И имеет смысл к такому совету прислушаться. И также Верховный Жрец, это, в принципе, да, это традиции, опять-таки, может быть, какие-то семейные торжества или праздники, когда вы вместе встречаетесь, и у вас есть хороший для этого повода. Верховный Жрец. Да? А для кого-то это важное, может быть, решение, связанное с семьей, создание семьи. Допустим, принимаете решение о том, что пора бы создать семью или, там, не знаю, принять предложение руки и сердца или сделать такое предложение. Верховный Жрец может говорить еще и об этом. Но в целом вот он о мудрости, о духовном росте также, о том, что вы чувствуете здесь какое-то просветление, может быть, и какую-то мудрость, которая к вам приходит, соответственно, может быть, да, Верховный Жрец. Так, давайте посмотрим дальше дополнение здесь на среду для козерогов. Карта десятка жезлов, карта, вот знаете, ситуации, когда нужно принять решение, действовать, и ваша решительность окупится, но действие нужно делать мудро, правильно, разумно. Также здесь может быть какая-то ситуация, знаете, где вот как будто вы чувствуете, что вот вы хотите с кем-то из родственников поговорить на какую-то тему, обсудить что-то важное, вот, или ну, вот, хочется вам какого-то, вот знаете, как вот этого коннекшена, да, с этим человеком, но вы чувствуете скрытность или чувствуете какую-то дистанцию. Вы стараетесь там сохранять традиции, общаться, поддерживать отношения. Человек, допустим, говорит, что нет, мне некогда, я работаю, я занят, мне не до этого. Опять-таки, может быть, вы ощущаете здесь что-то как ненужный груз, или что к вам кто-то относится с таким вот как тяжелый груз, да, как будто бы не хочет с вами чем-то делиться или каким-то наболевшим чем-то, да, чтобы вас, может быть, не расстраивать в этот день. То есть вот есть все-таки какая-то тяжесть, которую вы ощущаете из-за того, что кто-то вам что-то не договаривает, или вы чувствуете, что здесь кто-то перегружен, соответственно, да, и по десятке жезлов чувствуете это давление, которое на этого человека оказывается. Может быть, это ваш родственник, кто-то из ваших близких. Карта, следующая карта семерка здесь по старшим арканам, это колесница, и здесь она видит таких белых коней изображена, и в колеснице мчится куда-то этот всадник. Собственно, здесь по колеснице могут быть поездки, может быть движение, может быть какое-то перемещение, то есть вы куда-то едете, вы с кем-то встречаетесь, вы здесь что-то хотите добиться чего-то, вы здесь целеустремленные, вы деятельные, вы здесь хотите достичь победы, вы идете к своей цели такими рывками вперед, настроенностью на успех. Вы думаете, что вас ничто не может остановить. И действительно здесь могут быть хорошие какие-то такие решительные действия, которые приведут к вашей цели. Может быть поездка, принятие решения, там куда-то поехать, допустим, для вас важное. Давайте посмотрим еще на четверг, что здесь еще может быть у козерогов. У козерожиков карта Мир, 21 аркан. Это карта тоже акцент на путешествие, на поездку, на какие-то перемещения по миру, да, передвижения. Может быть, правда, куда-то принимаете решение поехать. И также здесь как вы решительно действуете, чтобы получить признание у окружающих, да, какие вы молодцы. Может быть, чтобы достичь результата, может быть, чтобы закрыть какой-то цикл, завершить какой-то цикл для вас. Может быть, у кого-то тоже как день рождения здесь может быть, потому что 21 аркан — это завершение цикла, завершение
завершение года жизни и начало нового года жизни. То есть 21 аркан — это чувство завершения цикла и завершения с триумфом, с победой. А вместе с колесницей вы действительно чувствуете здесь вот победу. Может быть, вы можете от чего-то как будто освободить себя, куда-то уехать, да, и почувствовать себя свободными. Может быть, вы в день рождения куда-то уезжаете и отставляете назад какие-то ваши, там, не знаю, заботы, дела, гостей, просто, да, и посвящаете время себе. Но вот здесь очень много вот этого чувства, что вы чувствуете себя свободными, легкими на подъем, готовы куда-то мчаться, ехать, что-то делать, достигать результатов. Может быть, общение с человеком знака Рак и человеком знака Стрелец. По этим картам, может быть, какие-то важные разговоры тоже с таким человеком, может быть, на расстоянии общаетесь с таким человеком, но опять-таки очень решительны вы в своем общении, в своих действиях. Дальше карта Башни. И вот здесь вот интересно, почему бы она здесь у вас выпала, потому что это что-то внезапное, это может быть какая-то поломка чего-то, это может быть смена планов, это вот что-то, знаете, как сокрушающее ваши планы, ваши взгляды, может быть, какой-то конфликт, который возникает здесь, и он может быть для вас достаточно неприятным. Но давайте посмотрим, что же здесь в пятницу у Козерогов происходит, почему Башня. Карта 4 жезлов. Может быть, здесь какие-то внезапные события такие происходят в чем-то устоявшемся для вас, понятном по 4 жезлов, это в вашей семье, допустим, или в вашем доме. То есть здесь какая-то ситуация происходит, которая заставляет вас как прозреть, понять, увидеть вещи по-другому, посмотреть на кого-то из вашего окружения по-другому, возможно, здесь, а также, или принять решение, что нужно куда-то переехать, вот как разрушить то, где вы есть сейчас, оставить полностью и уехать куда-то, переехать, допустим. Дальше идет 20-я карта в старших арканах. Здесь она называется урожай. Это старший аркан, который соответствует страшному суду. Почему страшный суд здесь называется урожай? Потому что вы можете получить по заслугам. Вы можете получить то, на что вы заслуживаете. Если вы здесь получаете какие-то подарки, вы их заслужили. Если вам возвращаются долги, значит, вам должны были их вернуть. Если вы здесь по 20-му аркану делаете какой-то выбор, то он, скорее всего, приведет к хорошему, опять-таки, результату, к хорошему урожаю, скажем. То есть это будет правильное, успешное решение. Опять-таки, может говорить о завершении одной, как эры, эпохи, главы жизни, начале новой, когда все как будто переосмысляется, вы перерождаетесь, меняете свои взгляды и отношения к чему-то по 20-му аркану. И также здесь может быть и возвращение чего-то из прошлого. Кто-то вам напоминает о себе, кто-то из вашего прошлого. Может быть, ваши друзья, какие-то старые приятели, знакомые, с кем вы давно не виделись. Тоже такой вариант может быть. Давайте посмотрим дополнение для Козерогов на субботу. Почему выпала старший аркан, страшный суд карта? Принц жезлов. Возможно, общение с огненным знаком, может быть, это лев, овен или стрелец. Ну и, в принципе, ваша энергия, если вы здесь проявляете себя как этот принц жезлов, то здесь о энтузиазме, о такой вот тоже рискованности, желании действовать. То есть очень такой наполненный энтузиазмом, решительностью и смелостью день, когда вы очень оптимистично настроены и здесь готовы, может быть, да, каким-то важным решительным действием. Карта 6 мечей, карта возможных перемен, карта возможных каких-то шансов на удачу, что-то поменять в лучшую сторону, которая вам выпадает. Кстати, опять-таки, куда-то можете ехать. Здесь очень много карт, связанных с переменами, а перемены часто в нашей жизни связаны с перемещением. Поэтому, собственно, здесь поездки, они сильно переплетены с тем, что у нас здесь видно в этом раскладе. Но перемены могут быть не только в поездках. Вы можете здесь что-то поменять в своем отношении, в своих взглядах. Вы можете здесь, узнав какую-то информацию, как-то по-другому начать действовать или вот что-то изменить в своей жизни. Ну, то есть здесь какие-то перемены происходят. Либо вы узнаете, опять-таки, что-то на расстоянии происходит, может быть и такое, но для вас это значительно меняет ход событий, положение дел. Давайте посмотрим. Карта 6 мечей. Почему на воскресенье выпала карта 6 мечей у Козерогов? Карта 10
кубков тоже праздник, семья, какие-то радостные события для вас, касающиеся семьи, какие-то хорошие перемены, касающиеся семьи, какие-то поездки, связанные опять-таки с семьей, с родственниками, или какая-то информация, которую вы узнаете о близких, она делает вас счастливыми. И ощущение вот этого душевного спокойствия здесь тоже присутствует от этих событий, которые здесь, собственно, у вас происходят. Может быть, вы принимаете решение о пополнении в семье, может быть такое. То есть вот как рассматриваете какую-то хорошую возможность, которая позволит к лучшему еще изменить вашу жизнь, вашу семейную жизнь, да, сделать вас более счастливыми, то есть какие-то шансы на удачу, хорошие возможности, которые есть у вас сейчас и которые вы можете воплотить в жизнь, они сделают вас более счастливыми и более наполненной, сделают вашу жизнь с этой десяткой кубков. Итак, дорогие козероги, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на неделю с 12 по 18 января я завершаю. Желаю всем всего самого наилучшего. Берегите себя. До скорого!